Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. В частности, Дональд Трамп заявил: «Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на общенациональных выборах в Армении. Я очень горд тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная Армения достигнет новых высот величия и процветания, превзойдя самые смелые ожидания каждого». В свою очередь, на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин поздравлять Никола Пашиняна с победой, Дмитрий Песков ответил, что, по его словам, необходимо дождаться окончательных официальных результатов. Он заявил о непонятных моментах и многочисленных сообщениях о нарушениях, поэтому в Кремле предпочитают дождаться неких официальных заключений. Первый вопрос. Вы надеетесь дождаться таких результатов, при которых гражданский договор проиграет, когда даже ваши собственные засланцы уже рассчитывают лишь на то, чтобы посредством пересчета добиться отсутствия у партии конституционного большинства? Второй вопрос. Даже если не говорить о ненавидимых вами местных и западных наблюдателях, наблюдатели от СНГ официально заявили, что выборы прошли без нарушений. Тогда от кого именно вы видели много сообщений о нарушениях? Констатация же предельно проста. Если настойчиво ждать, можно дождаться того, что в Армении всем будет уже абсолютно безразлично, последуют ли ваши поздравления или нет. И отдельная ремарка журналисту. Для вас он не просто Пашинян, а премьер-министр Пашинян. Нас обвиняют в якобы массовых нарушениях на выборах в Армении. При этом нам показывают честные и свободные выборы в России, стране, где вооруженные люди заходят на участки и проверяют, кто и как голосует. И после этого именно Россия берется рассуждать о демократии в Армении. Кто-кто, но точно не Россия имеет моральное право читать другим лекции о демократических процессах. Далее звучат еще более абсурдные заявления. В интервью ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий утверждает, что в Армении якобы имела место мощная фальсификация, что арестовывались все структуры и партии, выступавшие против Пашиняна, что бюллетени уничтожались или портились, что у оппозиции украли минимум 20%, а после закрытия участков якобы подвозили военнослужащих и студентов, которых насильно заставляли голосовать. Остается лишь выразить искреннее сочувствие россиянам, которым не хватает ни доступа к альтернативной информации, ни ресурсов, и которые вынуждены черпать картину мира из откровенно лживых государственных СМИ. Что же касается гнусных заявлений представителей российской власти о выборах в Армении, здесь уместно напомнить простую истину: чья бы корова мычала. На президентских выборах в Армении 5 марта 2003 года, 19 февраля 2008 года и 18 февраля 2013 года, которые проходили в условиях откровенных фальсификаций и завершались тяжелыми поствыборными событиями, президент России поздравлял объявленную победившей политическую силу незамедлительно, уже через 1-2 дня. А в 2026 году, когда в день голосования не было зафиксировано никаких вопиющих нарушений, когда отсутствовали поствыборные потрясения и выборы были признаны свободными и конкурентными, в Москве внезапно заявляют, что для поздравления необходимо дождаться окончательных результатов. Блок «Армения» обратится в Конституционный суд. Об этом сообщил член блока Ишхан Сагателян. На этом поствыборные процессы в Армении, по сути, можно считать завершенными. Нарек Карапетян, который всего 87 часов назад уверенно заявлял, что действующей власти осталось считанные часы после жесткого и однозначного ответа со стороны граждан Армении созрел до новой позиции. Теперь он считает большой победой уже не смену власти, а лишь гипотетическую возможность того, что в результате пересчета голосов партии «Гражданский договор» не удастся получить конституционное большинство и единолично назначать судей. Более того, Карапетян заявил, что до победы им якобы осталось совсем чуть-чуть. Нужно лишь, чтобы 8 депутатов «Гражданского договора» перешли на их сторону,
и в течение 5 лет они попробуют этого добиться. Тем временем в СМИ распространилась информация и фотографии о том, что кандидат от партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян попытался покинуть Армению через аэропорт Звартноц, однако правоохранительные органы не позволили ему этого сделать. Напомним, что, согласно данным Центральной избирательной комиссии, партии Гагика Царукяна не хватило 0,01% для прохождения в парламент. После этого партия официально потребовала пересчета голосов, рассчитывая изменить итоговый результат в свою пользу. Вскоре прокуратура Армении сообщила о возбуждении в отношении Царукяна уголовного преследования по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». На этом фоне особенно показательной стала международная реакция. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что сразу же позвонил Николу Пашиняну и поздравил его с победой на выборах. Он выразил надежду на активное развитие двусторонних отношений в ближайшие 4 года и подчеркнул особую личную роль Пашиняна в углублении армяно-грузинского сотрудничества. В свою очередь, 9 июня на рабочем совещании с членами правительства Пашинян заявил, что проект ТРИП является миллиардным и приведет к притоку в Армению миллиардов долларов новых инвестиций. Премьер-министр подчеркнул важность максимально быстрого завершения процедуры ратификации соглашения, подписанного между Арменией и США в рамках этого проекта, отметив, что у правительства нет опасений относительно финансовых возможностей страны, поскольку в ближайшее время ожидается значительная инвестиционная активность. Речь идет о создании крупнейшей в регионе фабрики искусственного интеллекта, и это лишь первый этап масштабного проекта, о чем ранее сообщил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян. На строительство ИИ-центра в Армении отреагировали и в Азербайджане. Оппозиционная азербайджанская газета «Азадлык» опубликовала материал, в котором наглядно противопоставила векторы развития двух стран, охарактеризовав ситуацию формулой. В Армении строят крупнейший центр искусственного интеллекта, в Азербайджане – крупнейшее казино. Помимо этого отметим, что в связи с тем, что сельскохозяйственная продукция Армении будет экспортироваться в Европейский Союз без таможенных пошлин, все больше оснований ожидать подачи заявки на вступление страны в Евросоюз уже в ближайшее время, значительно раньше, чем предполагалось ранее. Москве в этом случае придется объяснять собственным гражданам, почему государство, которое десятилетиями называли союзником и частью зоны влияния России, выбрало иной путь развития, и почему в итоге была утрачена Армения. Складывается впечатление, что Россия не ожидала настолько быстрой и масштабной поддержки Армении со стороны ЕС. Расчет делался на то, что процесс будет долгим, сложным и затяжным. Пока тезисы о том, что Армения никому не нужна в Европе и что армянскую продукцию там никто не ждет, еще какое-то время работали, но сегодня эта информационная конструкция рассыпается. Теперь придется в срочном порядке изобретать новую повестку. Параллельно происходят и вполне осязаемые изменения. Авиакомпания Wizz Air запустила прямые рейсы между Лондоном и Ереваном. 8 июня в аэропорту Лондон-Лутон состоялась официальная церемония открытия маршрута, который связал его со столичным аэропортом Звартноц. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 50 евро, а время в пути составляет чуть более 5 часов. Этот запуск фактически завершил 14-летнюю паузу в прямом авиасообщении между столицами Армении и Великобритании, которая длилась с момента закрытия рейсов авиакомпании BMI в октябре 2012 года. Кроме того, Wizz Air запустила прямые рейсы из Еревана на греческий остров Родос. Полеты стартовали 7 июня и выполняются 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Билеты доступны по цене от 17 евро или около 7200 драмов в одну сторону. Политическая поддержка также становится все более открытой.
Великобритания заявила о готовности к активному сотрудничеству с демократически избранным правительством Армении. Об этом сообщил госминистр МИД Великобритании Стивен Даути, подчеркнув заинтересованность Лондона в развитии партнерских отношений. Расширяются и экспортные возможности. В конце июня 20 грузовиков с армянскими абрикосами отправятся в Польшу. Об этом сообщил основатель компании Hayway Group Артур Левандовский, отметив, что в настоящее время завершается процесс получения всех необходимых сертификатов. Все эти события в совокупности ясно показывают: Армения не только усиливает свои экономические позиции, но и уверенно интегрируется в европейское пространство быстрее и увереннее, чем многие ожидали. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.